Всем привет, всем здравствуйте, приветствую вас на канале Game Lane. Сегодня у нас будет прохождение Minecraft Dungeons. Игра, конечно, уже немножко потеряла свою актуальность, но я решил, что хочу пройти ее целиком. Возьму я, наверное... Кого бы взять? Это вообще не важно, в принципе, да пусть будешь хоть ты. Так, локальный игра. Это не важно, потому что ты особо персонажа видеть не будешь после того, как броня там, дела. Ну, только мельком. Деревня в огне. Несомненно, это дело рук злобного архиландианина и его приспешников. Ненасытно они бросятся по стране, подобно бедствию, порабощая или уничтожая всех на своем пути. Настало время проявить себя героем, таким как вы. Поспешите, селяне нуждаются в вас. Кстати, музыки из самого Dungeons не будет, скорее всего, потому что она, я так думаю, с АП. А проверять я не особо хочу. А вляпываться в АП я не особо хочу, особенно на начале своего канала. Поэтому, ну, если не нравится... Но я могу включить звуки, вот подумал, что у меня звуки выключены. Настройки. Получается... Ай, кто меня бьет? Настройки. Звук. Музыку я выключу. Где-то 70. 65. Ладно, 60. Все. Теперь хоть какие-то звуки будут. Музыки, конечно, также не будет. Но музыка у меня фоном в Spotify включена. Ну, это пока что начало обучения. Я его уже проходил. Я так-то вообще проходил Dungeons, но не до конца. Поэтому основы я знаю. Будет полное прохождение прям со всеми DLC-шками. 3 их или сколько там, не помню точно. И скорее всего будут моменты, когда я за кадром буду фармиться. Если вам такое не нравится, то напишите. Пока что проходим хлеб. В принципе, можно пропустить это все. Я вернусь уже, когда все пройду. Ну, хотя... Нет, ладно, для тех людей, которые все еще не проходили Minecraft Dungeons, кому это интересно, давайте пройду. Тут впервые будет встреча с архизлодеянином у нас сейчас. А на каком я уровне сложности играю? Ой. Почему в этой игре пауза не работает, как у нормальных людей? Она работает как-то криво. А тут есть уровень сложности? Субтитры. Так. Так. Нет, нету. Наложение чар сейчас нам будут объяснять. Улучшение. Ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас музыка включена. Такое ощущение, будто она копирайтная, но оказывается нет. Часто слышал у каких-нибудь ютуберов такую песню, такую музыку. Она оказывается абсолютно даже не копирайтной. Удивительно. Я что-то не помню. У меня изначально было
Не то, блин. Минус 25 хп. У меня изначально было вот эти циферки, потому что я что-то не помню, что у меня были циферки отображения того, сколько у меня хп. Фармиться я точно, скорее всего, буду за пределами, а вот вся сюжетка будет в экранах. Ну, по крайней мере, один раз я точно пройду в то место, где буду фармиться на прямую, на эфир, на видео. Вот мы дошли до лагеря. Вы не успели спасти селян, но не отчаивайтесь, они все еще живы и ждут, когда герой найдет их. Может, стоит отключить английскую озвучку, потому что я по-русски озвучиваю. Удочка. Удочка. Я ни разу удочкой не пользовался. Как по мне, бесполезный артефакт. Фейерверки еще, да, какие-нибудь колчаны со стрелами тоже, но... Я, кстати, сразу люблю с чего-нибудь посложнее начать. Вот так. Сразу на 3-й уровень сложности. Ну, не такой сложный. Вот если сейчас пойти на 5-й уровень после прохождения 3-го на 2-м уровне, тогда да, тогда будет сложно. По указу архизлодеянина весь свободный народ объявлен врагами Злодейской империи. Где-то в этих лесах проходит караван с пленными селянами, несущими их на работу в далекие земли. Найдите караван и остановите злодея. Иначе наших друзей ждет ужасная участь. Знаешь, я, пожалуй, все-таки включу озвучку диалогу. Монологу, по сути. Так, видеоролики, получается, да? Ну. Снилось. Да. Надеюсь, теперь меня будет слышно, когда я озвучу. Ну, может быть, там надо было оставить на небольшой громкости. Кому-то может интереснее английская озвучка. Мысли вслух просто. Лично мне Minecraft Dungeons нравится чисто как, ну, после работы или школы, после того, как устал, пришел домой отдохнуть, поиграть просто пару минут. Только я не подумал о том, что есть такая проблема, то что высокая сложность. Но к какому-то моменту ты уже привыкаешь к тому, что иногда сложно. Не знаю, как по мне даже сложно. Сложность не всегда сложно. Довольно легкие уровни. Диабло, конечно, круче, я не спорю. Кто начнет говорить, что Диабло круче, чем этот ваш Майнкрафт. Но Диабло надо вникать в него. А в Майнкрафте взял, зашел, поиграл. Не надо по миллиарду лет разбираться, какой нагрудник взять лучше. Но есть и минус, то что ты какую-нибудь вещь получаешь, которая круче твоей, и ты не можешь получить обратно зачарование очки, пока не сломаешь этот предмет. Ну а вдруг тебе этот предмет дорог? И чё, тебе либо терять очки, либо терять предмет. Вот как бы меня зажали, почти убили, но... Это что, ну они не еле атакуют вообще. Вау. Вот в этом огромный плюс фейерверк. Взял, расстрелялся. Первый крестьянин свободен. Священник.
В этой игре неоправданно много гринда, то есть тебе для того, чтобы прокачиваться в плане магазинов, тебе нужно спасать жителей. То есть тебе нужно один уровень по раз в 5 проходить, как минимум. Чтобы, ну, прокачаться, чтобы магазины новые, в магазинах новые слоты открылись. Или еще какие-нибудь задания, чтобы слоты открылись нужно. Приходится проходить одинаковые подземелья, чтобы получить более крутой лут. Можешь проходить и более новые, но обычно ничего интересного они не предлагают. Ничего более интересного, чем более легкий. А когда ты проходишь более легкий, там легче, как бы это логично это не звучало, и быстрее все проходится. Так, ну я в подземелье пока что не пойду, наверное. Пока что не хочу. Стоп, или это выход наоборот? Это вроде выход. Нет, выход слева. Значит, я могу. Ладно, пошли. Это будет битва. Так, давайте. Мне предлагали. Я зачистил, у меня там немного отлипли. Костяной лук 7-го уровня. Легендарный, точнее, ну уникальный данный. Dungeons это называется уникальный. Ну, легендарный, короче. Легендарная вещь. На таком низком уровне. Плохо. Ну, урон он сильно больше дает, да. Заметно. Так. Еще и размер стрел больше, то есть вероятность попадания больше. Вообще замечательно, я считаю. Стрел у меня дофига, можно стрелять. Тут у нас ничего. Велика выпьем. Можно лук прокачать, в принципе. Все, так. Скорость вашей атаки. Вот, отлично. Можно, конечно, еще попытаться поискать что-нибудь. Но здесь вряд ли еще что-то интересное будет. Максимум пару секреток, и то это для итоговой статистики. Прям вот на все 100%, прям вот чтобы у меня все секретки были открыты и все другое, я не хочу проходить. Я просто хочу пройти всю сюжетку и все DLC. Я не хочу прям сильно задротить. Броня волка. Плюс здоровье. Карту. Ну там, в принципе, что-то может быть. Ладно, пошли убегаем быстренько. Гений мыслей. Только сказал, что не буду на все 100%. Ну там вот сундуки могут быть просто. Или они, скорее всего, там есть. Там целых 2 места может быть, где могут быть сундуки. Поэтому это грех не проверить. Как бы халяву, я думаю, мы все любим. Если за халяву побегать, это, конечно, хуже, но это, тем не менее, халява. Не повезло. А были надежды. Там что-то будет. Ну и вот тут еще можно заглянуть. Ну, 2 ящика. И сундук, отлично. Обычно. Ну, ладно, продать можно будет. Правда, странно то, что игрок может продавать предметы прямо у себя в инвентаре, прямо во время прохождения задания. То есть он с собой в кармане жителя носит, что ли?
который все предметы может скупать. Немножко странноватая механика, но раз Маджанг так хотели, значит у них нет логического объяснения, они просто делают всякую дичь, так же как и с новыми обновлениями. Мы сделаем целую кучу всего, а точнее просто скажем, что мы сделаем что-то сделаем, а на самом деле просто забьем на все. Минус моя первая жизнь. Слава богу, у меня есть тотем бессмертия. А еще я забыл про свой лук, который у меня мега имбовый. Ну там еще сундучки с кристаллами в бочках. Или нету сундуков? Нет, сундуков нету, зато есть житель. Житель тоже отлично. Я не сильно замечаю, кстати, разницу между обычными сундуками, золотыми и, ну, обсидиановыми. Потому что они все вроде бы примерно одинаково лут дают. То есть я не замечал, чтобы обсидиановый какой-то прям вот мега имбовый лут давал. Он примерно такой же был. Вот мне только что золотого выпал вот уникальный лук. И в чем смысл? То есть мне даже с золотого может выпасть уникальный лук. Зачем мне тогда нужен обсидиановый? Если у них, ну, я не знаю, может у них там шанс немножко, чуть-чуть разница есть, но как-то странно. Золотой сундук можно встретить на каждом шагу. Вот я 2 раза сейчас золотой сундук получил. Обсидиановый сундук дается либо в конце уровня, либо за прохождение крипт каких-нибудь. Ну, не те, которые вот на уровне каком-нибудь большом, маленькие крипты, а которые отдельно. Которые... Как оно там крипта называется? Это? Так, можно прокачаться. Думаю, я куплю, пожалуй, займусь. Думаю... Так, топор я точно... Меч я продам. Так, чара. Кувырки я редко использую. Что? При каждом приеме зелья исцеления вы кратковременно получаете минус 90 урона. Насколько кратковременно? На 5 секунд? Ну, 5 секунд могут сыграть свою роль. Давай. Да и топор могу зачаровать. Болевой цикл. Атаки истощают вашу жизнь, добавляя 1 единицу в болевой цикл. При достижении 5 ваша боль направляется в следующую атаку. Ой, не, спасибо. Вот, победа над мобом. Мобов я часто побеждаю. Так, ладно, карту надо закрыть, карта немножко мешается. Сейчас, кстати, очень помогло. Я хилку юзнул, меня криперы вообще не пробили. Чего он у меня так много урона лук наносит? Он ваншотает все. Вау. Я напомню, я на 3-м уровне сложности прохожу этот уровень. Сразу же, без какой-либо прокачки или чего-нибудь такого. Типа это как бы и плюс, и минус. Потому что игра не прям мега сложная. Но и как бы с самого начала пойти сразу же на 3-й уровень сложности и вот так вот проходить на изи. Ой, ну не знаю. Я не так и не заметил разницу между 1-м и 3-м уровнем в плане вещей. В плане сложности, да, вроде бы есть небольшая разница. Можно фейерверк юзнуть.
Не попал. Криворучка. Пау. Yes. -2. Юху. Какие же простые локации. Я просто не знаю. Вот если я 5-й уровень выберу, я точно сольюсь. Это я знаю. Я заметил парадокс, что свинья никогда ничего нормального не дропает. То есть к тому моменту, когда ты приходишь к свинье, она уже что-нибудь такое, типа, у тебя уже предметы получше, скорее всего. Доспехи волка. Ну тут такие же чары можно наложить. Ну, забирай. Да. У меня же нету лишних очков, да, нету. Жалко, жалко. Ну ладно. Так, тут у нас ничего нету. Где-то волк вдали воет. Я же надеюсь, у нас не сейчас будет битва с Эндерменом. Нет, сейчас будет за освобождение селян битва с этим чуваком, который защищает их и улучшает зачарование на мобов, короче. Разлетаются очень эти враги. Так, идем дальше. Еще 3 селянина осталось. Они настолько медлительные, что я успеваю своим молотом и топором успеть их ударить. И то есть они даже, как это сказать... Почему, когда у них быстрая атака и когда они типа заряжены, почему у них хп становится больше? Ну или защита сильнее, я не знаю. Ну типа так я убиваю их с 2 ударов, но когда их заряжают, то они становятся еще сильнее. То есть они и так быстрее атакуют или сильнее, а тут еще и брони у них больше. Что? Серьезно, я могу простреливать сквозь этот забор? Маджанга, я что, настолько меткий, чтобы простреливать в эти вещи? В эти щельки маленькие? Ну это как-то, ну, может быть, вполне, может имеет место быть, но я не замечал раньше того, что можно, оказывается, так. Я, кстати, вроде через забор только ударил селянина. Так, меня опять отвлекли, я тут зачистил. Что хотел сказать, там я, кажись, вот этого, как их там, вредины, вредители, короче, его сквозь стену ударил. Моджинги, хорошо делать игру, мне нравится. Найти выход. Где же выход? Мне же точно маркер не подсказывает. Вспомнил, как Морвин, блин, играл, когда ищу по всей карте, куда идти, не понимаю. Оказывается, мне надо было идти вообще не пойми куда. И, короче, к тому моменту, как я это уже, как я это понял, я уже удалил Морвин. Да, я не особо терпеливый человек. Я не люблю в чем-то копаться, я могу это сделать. Мне не особо сложно, но это что? Зачем это нужно, если оно мешает просто? Если надо так много париться над этим. Я так понял, меня было не слышно последние пару минут после того, как я вернулся. Так о чем это я? Там, когда жителя, как его, за забором он стоял, я говорю то, что его было... Если слышно, то было слышно. Если не слышно, то я не виноват. Заново я повторять не хочу, потому что вдруг было слышно. Да, во мне профессионализм вообще не процветает. Но те, кто, люди, которые меня смотрят, пожалуйста, простите.
Я просто с Adobe Premiere замучился, пока пытался его настроить. В итоге у меня ничего не получилось, поэтому мне уже как-то лень заниматься вырезанием или подправкой голоса. Мне надо будет дорожку из этого момента переносить в другой момент. Там что-то другое подставлять. Если я когда-нибудь стану там попопулярнее, когда у меня будет хотя бы 10 подписчиков, вот, тогда я начну более-менее запариваться над видео. А пока те, кто меня смотрит, спасибо. Если это не... Ну, даже если это те, кого я знаю в реальности. Все равно спасибо. Мне очень приятно. То я снимаю это для кого-то, а не для того, чтобы просто поделать что-то. Ну, потому что снимать это, конечно, интересно, но еще интереснее, если это кто-то смотрит, и кому-то это хоть чуточку интересно. С вещи, кстати, вроде бы ничего не падает. Вот это самая, кстати, странная вещь. У них забор состоит из... Точнее, мост состоит из забора. Это же неудобно. У них разная высота. То есть ты поднимаешься вверх, а потом вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И, короче, странную фигню какую-то сделали. Сделали хотя бы из люков на одном и том же уровне. Ну не из заборов же. А то это вообще какая-то ерунда. Кстати, я никогда не проверял, а дамажит ли меня фейерверк мой же? Благодаря вам эти селяне вырвались из когтей злодеян. Путешествие в лагерь. У нас наконец-то появился первый житель. И обсидиановый сундук. Вот с него чаще ничего интересного не выпадет. Даже никакая не уникальная вещь. Да. Самая обыкновенная. Ну, полезные, кстати, ботинки. Лучше бы, конечно, были... Как они нам называются? Косточка, которая призывает собаку. Она довольно полезная. Вот. Нужно, чтобы разблокировать ячейки, нужно спасать селян, поэтому по несколько раз придется проходить. Тут вообще 70 селян надо будет проходить. Тут устанешь проходить. 5 селян еще понимаю, может быть даже 15. Ну 30, ну уже многовато, но думаю тоже реально. Но 70 это уже слишком. Это уже для тех, кто хочет пройти все DLC по несколько раз и там собрать самые топовые артефакты максимального уровня. Ну, только для таких, а так я не знаю, для кого это сделано. Вот лично я бы за такое, типа, вряд ли. Ну, так, 9 уровня. И мачете тоже 9. Так, а у меня... У меня все хуже, чем у него. Давай мачете, я у тебя куплю. Тут денег обычно всегда в достатке, поэтому в деньгах проблемы нету. Всякий раз, когда вы используете этот артефакт, бонусный урон нет. Ну, это полезно, да, это я использовал иногда. Так, давай вот здесь что-нибудь. Шанс создания изумрудов при исследовании каждого нового блока. О, вот это полезно, кстати. Горение. Все вокруг меня получают урон. Жуткую крипту можно пройти, в принципе. Но я бы, наверное, в мокрое болото отправился. Тут более интересный данж вот в этом месте потом откроется. Но это, наверное, уже в другой серии. А на сегодня до свидания.